Это тихое мирное место стало сценой для удивительного события. Один мужчина, занимавшийся поисками золота, шел вдоль небольшой речки. На пути он заметил, что среди деревьев кто-то есть. Страх мгновенно завладел его телом, когда он увидел огромного волка. Но присмотревшись получше, стало понятно, что животное попало в капкан. Осмелившись подойти поближе, мужчина заметил, что волк оказался на самом деле волчицей. Это было видно по ее набухшим соскам. Золотоискатель предположил, что где-то недалеко должна находиться стая волчат, ожидающая свою мать. Мужчина не осмелился освободить волчицу и решил сначала отыскать волчат. К счастью, на снегу все еще были видны следы волчицы, и он пошел по ним. Пройдя некоторое расстояние, следов стало значительно больше. Наконец, в кустах он увидел волчью нору. Подбежав к ней, мужчина надеялся, что волчата еще живы, и его надежды оправдались. Все волчата оказались здоровы и невредимы. По ним было видно, что они очень голодны. Золотоискатель быстро засунул малышей в сумку и понес туда, где лежала их мать. Приближаясь к волчице, она внезапно завыла, почуяв запах своих волчат. Тогда мужчина отпустил волчат, и они кинулись к своей матери, жадно сосать ее молоко. Ситуация постепенно ухудшалась. Капкан каждый раз все сильнее впивался в лапу, и рана становилась все глубже. Волчица не доверяла человеку, и при каждом приближении угрожающе рычала. Мужчина вспомнил, что на его пути встречался труп оленя. Он вернулся в то место и через некоторое время стал кормить пленницу, бросая ей куски мяса. Начало темнеть, и мужчина решил переночевать. Он срезал несколько веток и соорудил себе укрытие на ночь. Утром его разбудили волчата. Они нюхали и вылизывали его лицо и руки. Волчица все еще была настроена враждебно, поэтому было необходимо завоевать ее доверие, чтобы вытащить животное из капкана. Ему приходилось разговаривать с ней, кидать еду и играть с волчатами у нее на глазах. Шел к концу уже второй день. Наконец мужчина заметил, что волчица начала слегка вилять хвостом. На рассвете третьего дня он проснулся от повизгивания щенков, сосущих молоко. Подошел, наклонился и погладил их. Их мать уже спокойно смотрела на это. Тогда мужчина мягко положил руку на застрявшую в капкане лапу и силой нажал на капкан. Ловушка открылась. Пленница быстро выскочила и захромала. Но вместо того, чтобы скрыться с волчатами в лесу, она вдруг начала приближаться к мужчине, опустив голову, будто выражая благодарность. В этот момент золотоискатель понял, что настал момент оставить волчицу с ее детьми, и пошел в другую сторону. Пройдя несколько сот метров, он все еще видел, что спасенная семья так и смотрит ему вслед. С тех пор прошло 4 года. Многое произошло за эти годы, но жизнь повернулась так, что он снова вернулся на остров Куприяново. Здесь воспоминания о прошедшем вернулись, и он решил посетить то место, где все произошло. На своем пути он стал свидетелем чего-то еще более неожиданного. Волчий вой раздался с вершины холма. Он смог разглядеть медленно приближающийся к нему темный силуэт. Это был волк. Дрожь пробежала по его телу, но он понял, что животное кажется ему очень знакомо. Это была та самая волчица. Она встала в 10 метрах от него и завиляла хвостом. Затем развернулась и громко завыла. Мужчину ожидал еще один сюрприз. На соседнюю вершину вышла группа волков. «Наверное, это ее дети», — подумал мужчина. Волчица еще немного постояла и направилась к своим сородичам. С тех пор наш герой больше никогда их не видел, но всегда, когда слышал волчий вой, он вспоминал о происшедшем с ним с теплотой. Этот случай навсегда остался в его сердце. Эта удивительная история доказывает, что дружба между человеком и диким животным все-таки возможна. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.